Привет, друзья! Привет! Наступил 2025 год. Поздравляем с Новым годом всех наших дорогих зрителей и подписчиков. Поздравляем вас, дорогие наши друзья! И желаем вам всего самого наипрекраснейшего. А самое главное, вам желаем иметь чувство вкуса. И это касается не только еды. С этим-то мы вам поможем. Мы хотим, чтобы у вас был вкус к жизни во всех ее разнообразных проявлениях, чтобы вы от всего, что вокруг вас происходит, получали огромное удовольствие. Ну что, презентуем первый наш новогодний рецепт? Полетели! Так, ну что, шутки в сторону, привели себя в рабочее состояние. Да, мы готовы. Сегодня в нашей программе традиционное национально-азербайджанское блюдо кюфта бозбаш. Это очень любимое блюдо в нашей семье. И особенно, когда наступали холода, этим блюдом можно было и насытиться, и согреться. И если кто-то вдруг на Новый год немножко перебрал с алкоголем, то это просто лечебное блюдо на следующий день, то есть сегодня, 1 числа, его кушать. И поправить свое здоровье. Да. Ну что, давай немножко коротко пройдемся по ингредиентам. Их здесь на самом деле не так много. Подробности, как всегда, будут в описании к видео. На что хотелось бы обратить внимание. Да, есть небольшие нюансы. Прежде всего, это нут. Нут, горох. Это составная часть кюфта бозбаша. И вот смотрите, какой горох нут был вчера, перед тем, как мы его замочили, и какой он стал сегодня. Видите разницу? Да, он разбух. Ну, в 2 раза увеличился в размере. Да. Это один из основных ингредиентов. Второй очень важный важный ингредиент – это сушеная кислая слива албухара. Вот она какая, золотистая, прекрасная. Но если вдруг у вас под рукой нет такой сушеной кислой сливы, можно использовать чернослив. Важно, чтобы в этом мясе, в этих тефтелях, кюфта бозбаш – это большая тефтеля. В этой тефтеле был кисленький вкус сливы. Ну что, а все остальное смотрите видео до конца и все увидите. Как обычно. Начали. Начинаем с приготовления бульона. Куски говядины на кости и горох кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой. У нас кастрюля на 5 литров, заливаем примерно половину. После закипания аккуратно снимаем всю пену. Так бульон у нас получится прозрачным. Кладем одну большую луковицу и закрываем крышкой, но не плотно. Теперь займемся фаршем. Мелко нарежем одну маленькую луковицу, чтобы добавить к фаршу. У нас примерно 1 килограмм говяжьего фарша, не очень жирного. Поэтому мы добавили к нему 100 грамм бараньего жира. Если нет жира, можно обойтись сливочным маслом или топленым. Посолим, поперчим и добавим сушеной мяты. Добавим 3 столовые ложки обычного круглого риса и начнем вымешивать фарш. Вымешивать надо достаточно долго, чтобы образовались вот такие волокна. Тогда при варке наши мясные шарики не развалятся. Скатаем шарики, которые называются кюфта. У нас получилось 10 шариков примерно по 130 грамм каждый. Сделаем в каждом шарике углубление. Вкладываем туда албухару, сушеную сливу. И начинаем шарик отбивать, не забывая смачивать руки водой. Шарики должны стать гладкими. Видите, какая разница между уже готовой кюфтой и еще не отбитой? Прошло 1,5 часа. Вытаскиваем лук, он нам больше не нужен. Мясо полностью сварилось.
кости легко отделяются. Выкладываем наши мясные шарики в бульон. И добавляем оставшуюся албухару. Накрываем крышкой и оставляем минут на 25 на среднем огне. Рис набух и вылезает из кюфты, значит, можно переходить к заключительному этапу. Снимаем пенку. Картофель делим пополам или на 4 части, если он крупный, и кладем в наш суп. Закрываем крышкой и оставляем еще на 15-20 минут, чтобы картофель сварился. Пока картошка будет вариться, заварим щепотку шафрана. Дадим ему настояться минут 10 и затем добавим чайную ложку соли и чайную ложку куркумы. Через ситечко выливаем эту смесь в кюфта бозбаш. Это придаст нашему супу золотистый цвет и замечательный аромат. Накроем крышкой и оставим еще минут на 10-15. Все, кюфта бозбаш готов. Можно подавать к столу. Выложим в глубокую тарелку 2 кюфты. Положим пару картофеля. Можно положить кусочек мяса. Обязательно горох, албухару и, конечно же, насыщенный, ароматный, золотистый бульон. Немного сушеной мяты и можно пробовать. Приятного аппетита! Ну-ка попробуем, что у нас получилось. Новогодние праздничные пробушки – это самое замечательное, ребята. Картошечка полностью разварилась. Горошек так. И осталось самое главное. Наша кюфта. Сколько ароматов. Ребята, это не суп, это бальзам. Это просто чудо чудесное. А можно еще и с лавашиком. Да. Для сытности. С лавашиком Вот или с чуреком, с лепешкой. Это замечательное дополнение к этому супчику кюфта. Сытно, вкусно и очень согревает. И не только после Нового года. Хоть Да, каждый ребята, день этот готовить. суп всегда можно готовить, когда вам хочется, когда на улице холодновато, когда здесь на душе чего-то там не то, и вы готовите себе кюфта бозбаш, и все расцветает вокруг, и все эти вкусовые ароматы наполняют вашу душу, и вашу кухню, и вашу квартиру. Готовьте! Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять свои комментарии, делиться рецептами, задавать вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать, никогда не бойтесь фантазировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых фантастически вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. С Новым годом! С Новым годом!